Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о смартфоне Poco F5 Pro, и это будет распаковка и первые впечатления про данный аппарат. У меня за этот год уже был F5, но вот сейчас дошли только руки до F5 Pro. Впереди у нас новогодний праздник, если вы задумывались о том, чтобы приобрести какое-то новое устройство, то вот как раз Poco F5 Pro очень хороший вариант для покупки. Несмотря на все там штуки, несмотря там на всякие шутки, рофлы, ну и тому подобное. Поэтому давайте распаковывать и смотреть, что же собой аппарат представляет и с чем его едят. Ну и что же, как обычно, эти ощущения от первоначальной распаковки. Честно, мне интересно посмотреть, в чем же отличие вот предфлагманской модели от флагманской, потому что как раз F5 Pro и позиционирует себя таким более, улучшенным устройством, скажем так. Ну и вот в частности даже замечаю, что там есть типа разрешения 2К. По комплекту поставки ничего такого у нас сверхъестественного. Компания нас, особо не радует всякими ништяками, потому мы с вами следуем далее. Сам аппарат получается Poco F5 Pro. Да, кстати, приобрел я его в белом цвете. Скажем так, исходя из того, что было на складах, то, собственно, я и урвал. Быстро смотрим, что у нас по спецификациям. Конечно же, флагманский Snapdragon 8 Plus Gen 1. Это у нас AMOLED экран с 2К, скажем так, разрешением. Дальше это у нас 30-ваттная беспроводная зарядка и 67 Вт у нас именно от сети мы можем заряжаться напрямую. И получается 64-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией. Конечно, устройство, да, очень хорошо заявлено по спецификациям. И интересно вообще будет на практике посмотреть, что оно собой представляет. Да, конечно, белый, такая у нас сзади стекло, прям классно выглядит, друзья. Блок камер такой очень необычный, потому что, компания Xiaomi всегда пытается как-то выделяться среди других брендов, и тут именно та самая ситуация. Что же, давайте будем запускать устройство, а пока я вам еще покажу, что еще в комплекте вы помимо всего этого сможете найти. В комплекте у нас в принципе-то идет кабель Type-C и зарядный блок на 67 Вт. И, собственно, больше ничего компания нас не порадовала, а хотя чего я ожидал. В руке устройство лежит как и обычный такой Xiaomi Phone, то есть диагональ 6,67 дюйма, в принципе уже устоявшийся такой некий стандарт. Так что тут в целом ничего сверхнового. Тут мы также наблюдаем, что лоток снизу, Type-C, там динамик, и тому подобное. Конечно же стерео есть, но и аппарат, как по мне, очень стоит своего внимания, учитывая то, что сейчас он подешевел. И поскольку с выходом Poco F6, который должен выйти в скором времени, цена на этот еще упадет, то как вариант его можно рассмотреть к приобретению. Сейчас я это все добро настрою, посмотрю и к вам вернусь и расскажу свои впечатления первые о данном смартфоне. Ну что же, друзья, вот я немножечко с ним поигрался, поднастроил, обновил его до актуальной версии MIUI. Да, пока еще MIUI, потому что уже в скором времени у нас поменяется MIUI на HyperOS. И что могу сказать? В целом это такой яркий представитель флагманского сегмента компании Xiaomi. Да, тут есть беспроводная зарядка, что, кстати, очень удобно. Тут получается крутая камера, которая, в принципе, вам позволит делать очень крутые снимки. Соответственно, и видеосъемка здесь на высоте и на должном уровне. Вы там сможете в соцсети что-то выкладывать, там в ТикТоке, и так далее. То есть в данном вопросе это устройство очень крутое. Экран, конечно, тут, понятное дело, разрешение можно поменять с Full HD+, на WQHD, или же 2К, как его, в принципе, можно называть. То в целом могу сказать, что также этому устройству эта опция добавляет некой премиальности. Конечно же, присутствует и система визуализации и так далее, которые можно активировать, они вам картинку, звук улучшат, и тому подобное. Но это все, скажем так, софтовые фичи. Чего, конечно, не скажешь про новое меню перезагрузки аппарата, потому что оно у нас остается старым, хотя аппарат, как я уже сказал, флагманский. Он вышел, если мне память не изменяет, где-то в мае, в конце мая, по-моему. И тут данной истории не наблюдается.
Но единственное, что мне зашло в нем, так это фича, которая находится в разделе Wi-Fi. То тут мы получаем двухдиапазонное ускорение, а также использовать мобильный интернет для ускорения. Не у многих новинок этого года данный раздел присутствует, а если есть, то на каких-то очень избранных аппаратах. Но тут это как бы история, конечно же, есть. Что касается вообще в принципе вот софта, то он, ну, оставляет желать лучшего, скажем так. Но для чего я вообще данное устройство взял? Потому что на него можно поставить новую HyperOS. И я думаю, что определенный контент на эту тематику, конечно же, будет. Но в любом случае Snapdragon 8 Plus Gen 1 это очень крутая история, которую можно использовать и с которой в целом можно работать. Как я уже сказал, что аппарат у нас ничем не выделяется среди там других в плане своих габаритов, диагонали экрана, ну и тому подобного. То есть это стандартный такой представитель. Но нужно быть очень осторожным с его задней крышкой, потому что она, ну, как бы стеклянная, если она упадет, то как бы все, это будет полная фиаско, фаталить, и, соответственно, ремонт будет очень дорогим. В руке лежит приятно, ну, в принципе, как и любая лопата от компании Xiaomi, которая 6,67, но в комментариях вы можете сказать, что вот там лопата 6,67, но опять же, друзья, когда аппарат слишком такой большой в руке, возможно, уже такое клише устоялось у нас, но я думаю, что есть такие люди, которые меня в комментариях поддержат и скажут, что как бы аппараты с такой диагональю, ну, как бы это не совсем норма. Но таковы тренды, мы с этим ничего поделать не сможем. Я в дальнейшем хочу погонять это устройство, попробовать, что оно из себя представляет, что собой представляет данный процессор. Попробовать хочу его там на перепрошивке, на разблокировке загрузчика, на, конечно же, HyperOS. И, конечно же, будем ожидать с вами глобальную презентацию HyperOS, когда она придет на это устройство, и будем пробовать, что оно такое. Так что в скором времени ждите полноценный обзор. И отвечая на вопрос, стоит ли это устройство покупать сейчас, я вам скажу, что стоит. Потому как в скором времени на него цены еще будут падать с выходом, соответственно, Poco F6, который намечен на следующий год. Ну и плюс отличный вариант для мобильного гейминга, чтобы попробовать для себя там какие-нибудь плотные катки в 60 FPS+, ну и тому подобное. Если я о чем-то забыл упомянуть или остались вопросы по данной новинке, пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.